Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп, неделя. С 7 по 13 августа. Почти середина августа, последнего месяца лета. Будем реалистами, мои дорогие, и давайте с вами узнаем, что думают карты для вас на эту неделю. У вас и до окончания этого года прогнозируемо достаточно благоприятный период, да и последующий 2024 год. Что бы там ни происходило, для вас это больше будет плюсов и возможностей. Поэтому вместе с какой-то реальностью мы вдохновимся. И давайте посмотрим, что на эту пока неделю предстоящую скажут карты. И я надеюсь, вы люди очень интуитивные. Если совместить образы увиденного и вашу какую-то ситуацию, или то, что вы себе как задачу, может быть, как план, обстоятельства вокруг вас, и плюс ваша интуиция, какой-то инсайт вы все равно получите. Давайте узнаем, что важно знать будет первая карта, или что преобладать будет для вас на этой неделе, чем вы будете заниматься, или энергетика этой недели, как сложится для вас, мои дорогие, по мнению карт. Что для нас будет в приоритете? Неожиданности каковы, чего мы не избежим, возможно. Чему сейчас не время или что нам может помешать, такую карту с вами достанем. И обязательно, а что же нам тогда будет помогать? Что за нас, что нам в плюс? Что от нас скрыто? Достанем такую карту, чтобы узнать, может быть, чему-то мы не придаем значения, оно для нас тоже очень будет важно. Или то, что ускользнуть может от нашего внимания. И традиционно по основным сферам жизни энергетику мы тоже с вами посмотрим. Дела, работа, бизнес. Как тут будет складываться намеченный тот фарватер, по которому вы намереваетесь пройти или что-то там осуществить. Как у нас по финансам и личная жизнь. Итак, что важно знать. Карта «Мир». Весь мир у ваших ног. Но вообще явно будет какая-то поездка. Всегда по карте «Мир» это есть расстояние. У кого-то это может быть расстояние и по времени иногда, что какой-то наш вопрос, что им занимались в прежнее время, но по какой-то причине не решили. Хотя здесь нам говорят, итог какой-то близок. Вы останетесь более чем довольными, потому что по этой карте старшего аркана, последнего, мы как раз и подводим уже какую-то финишную черту тому, что мы совершили ранее, и мы как будто остаемся очень довольными тем, что мы прежде что-то сделали очень правильно, рационально. Правильно, может быть, предвидели какие-то риски, правильно что-то просчитали. Для нас здесь все складывается в больше плюс. Вообще, это карта невероятных возможностей, когда, что бы вы ни задумали, у вас получится осуществить. Здесь еще и на нас влияют обстоятельства, и надо сказать, что вам они помогают. И каково бы это ни было, допустим, предложение, новость, информация, может быть, для кого-то это, знаете, обескураживающе, а для вас все равно есть какой-то плюс, мои дорогие. Эта карта может также еще означать о смене сферы деятельности или расширение бизнеса, может быть. Или вы ходили раньше в офис, а тут вы решите работать удаленно. Все-таки не только расстояние по времени или по дистанции, а есть еще и перемены какие-то конкретные в вашей жизни. И здесь это может быть, как, допустим, работа, связанная с перемещениями, или мы говорим работа, связанная с интернетом. Неограниченные возможности, как и популярности, у нас лавровый венок, или какие-то достижения, победа мыслей, победа где-то и в финансовых ваших решениях, потому что золотой телец у нас с крыльями буквально изображен. И все у нас как будто, обратите внимание, крылатое, имеется в виду новости какие-то к нам будут приходить из разных областей жизни, или какие-то предложения, или, опять же, возможности. И вот тут нет ничего невозможного. Все 4 стихии практически проигрываются полностью. Что бы мы тут не захотели осуществить, у нас как будто получится. Прекрасная неделя, и я должна сказать, что явно задел не только на неделю, поскольку старший аркан, он не проигрывается на 7 дней. Это какой-то период более долгий, может быть, он будет связан с подведением итогом, получения того,
к чему вы шли, стремились, так и уже и новые возможности какие-то будут открываться, какой-то для вас, как траектория или фарватер назовите, он будет более четкий, более с какими-то конкретными очертаниями. И то, что было, может быть, ну так, 50 на 50, ни шатка, ни валка. Вот здесь что-то у вас конкретизируется. И это само по себе уже тоже как достижение. Это нас радует, это несомненно. Чего не избежать успеха, мои дорогие, не избежать. И шестерка жезлов дополняет для кого-то в значение как пространство, эфир, интернет или начало нового вида деятельности. Может быть, интернет-магазин или работа посредством интернет, и работа в IT. У кого-то может быть изучение иностранных языков или изучение какого-то нового дела. Но как будто это нам все равно принесет и успех, и вообще новое качество жизни. Потому что тут самое главное по этой карте смысл каков. Если у нас хватает мужества идти вперед, то успех нам практически на 100% обеспечен. И несмотря на то, что карта-то темная, а смысл у нее просто шикарный. Карта заслуженного успеха. Поэтому где-то от наших важных решений. И если мы говорим про карту мир, что я озвучила, для кого-то это могут быть перемены в обстоятельствах, которые вас окружают. И они ведь для людей-то тоже как бы имеют значение, но воспринимаем мы это все по-разному. Так вот, для кого-то это может быть проблема, и важно будет не застрять где-то, заново что-то передумывая, а сконцентрироваться немножко на себе. И тогда мы как будто из тех обстоятельств, что для кого-то минус, для нас будет определенный плюс. Ну, это можно и свести к храбрости, и к мужеству, или когда мы идем по дороге собственного успеха, где-то не оборачиваемся назад. Вот этот момент тоже будет проигрываться. Чему сейчас не время? Но у нас здесь взаимодействие с миром выпадает, а по карте императора это карта власти в первую очередь. Поэтому где-то мы не должны пойти в разнос, нам придется удерживать свои эмоции. И даже если мы четко знаем, что нужно делать и чего делать не нужно. Может быть, это как взаимодействие с людьми, с миром. Мы не должны настаивать на своей какой-то позиции. Мы должны быть более гибче, потому что есть такое по императору, когда, ну, карта власти все-таки, и хочется продавить какую-то свою точку зрения. Очень много вопросов у вас будет, скорее всего, на этой неделе. Скучать вам будет определенно некогда. И где-то может быть накопившаяся усталость прорваться в виде каких-то эмоций, когда мы можем пойти в разнос. Почему нет? И поэтому удерживаем свои позиции и где-то свои эмоции. С другой стороны, мы можем подумать, например, или нам кто-то пообещал какую-либо помощь. Ну, значит, если в позиции, чему сейчас не время, кто-то может либо нас подвести, либо, может быть, у человека будут изменения какие-то в жизни, а я бы еще сказала изменения в законодательстве или в каких-то приказах, согласованиях, может быть, в оформлении документов. Вот что-то такое тоже может проиграться, может быть, на вашей работе. Изменение руководства. И, как мы говорим, новая метла, ну, всегда так, по-новому метет. Какой-то новый порядок, структура. Или руководитель новый видит именно вот таким образом надо отстроить производство или процесс рабочий, и нам придется где-то под это подстраиваться тоже. То есть есть какая-то данность в виде обстоятельств, как законных актов, как самого, может быть, или самой системы иерархии, контактов с людьми вышестоящими, высокими чиновниками, когда мы можем что-то согласовывать, упорядочивать, но не время продавливать какую-то свою теорию или свое видение, или кому-то что-то доказывать. Тут больше мы, знаете, себе сами помогаем, используем все варианты, чтобы наш какой-то проект продвинулся. Хотя, надо сказать, по карте император явно, вот так сказать, что бы нам помешало, но разве мы столкнуться можем случайно с представителями власти вот в этом моменте? И не время, я бы сказала, нарушать закон, ведь все-таки император, он сам по себе закон, власть, иерархия. И когда эта карта выпадает, нам
идет один совет. Уважай вот эту ступенчатость иерархии. Может быть, тебе и придется не в один кабинет зайти и все вопросы сразу у одного чиновника решить, а вот так вот прогуляться постепенно. Ну, так значит, кто знает, войдем в один кабинет и потом в другой. Глядишь, какие-то контакты, связи у нас завяжутся, и вполне вероятно, в последующем они нам тоже пригодятся. Или мы приобретем какой-то еще опыт. Поэтому через голову начальника это точно прыгать не время. Где-то уважаем, ну, наверное, законность, порядок в таком варианте, какой он есть у нас существует, мы на это не влияем. А что нам помогает? Любовь, мои дорогие. Вообще, это карта взаимопонимания, это карта баланса, душевного баланса. Ну и все же взаимоотношения с вашим близким человеком, если вы в паре, тем более, или вы человек семейный, тут как будто идиллия. Мы без слов будем друг друга понимать, и это нам и вдохновение будет придавать, ну и сил, понятно, тоже, как единомышленник, да. Но и так вот на все остальные дела сам по себе, видимо, фон более гармоничных отношений, правильного выстраивания отношений, вот как раз чему не время император, а тут нам про баланс говорят, вот балансу самое время, и тогда у нас нет препятствий, мы со всеми договоримся, да и карта-то мир, она ведь сама по себе мир, да, то есть мы не сеем где-то зерно раздора, мы больше вот в таких вот энергиях, и, кстати, карта-то холодная, обратите внимание, нет здесь какой-то страстности, нет здесь какого-то порыва, здесь есть надежность и искренность. Вот, наверное, эти два качества, они нам будут помогать. И мы можем где-то пересматривать наше близкое окружение, может быть и дальнее. Мы задумаемся о нашем месте в социуме, вполне вероятно, тем более с учетом 21-го старшего аркана. И, ну, тут, знаете, какой-то задел на будущее в виде нужных людей или людей надежных, каких-то правильных связей, контактов, тоже можно на неделе как раз заключить, решить или установить, или просто познакомиться, решая тот или иной вопрос. Что же от нас скрыто? Ну и по любви, понятно, любовь, взаимопонимание нам тоже помогает. От нас скрыто то, что какой-то период нам придется, знаете как, манипулировать, жонглировать. Вы словно на пороге 21-й старший аркан, какая-то ситуация завершается, и нет пока какого-то четкого порядка. Еще что-то будет добавляться, меняться, отстраиваться, перестраиваться. И игра по новым правилам у нас. И вот мы это должны принять, что пока в ближайшее, видимо, время не будет той ситуации, когда мы сможем, ну, как-то сесть так и расслабиться, позволить себе. Увы, нет. Ничто так не постоянно, как перемены, говорит нам об этом карта. И нам придется, вот как этот человек, который жонглирует двумя пентаклями, где-то подстраиваться, адаптироваться к обстановке, к конкретной ситуации, может быть, к людям, искать общий язык, общие точки соприкосновения или какие-то общие интересы, может быть, на короткий период, и в то же время искать единомышленников надежных. То есть все зависит от ситуации, от того вопроса, который будет стоять на повестке дня. Но в целом мы отстраиваем, ну, как будто свое место под солнцем. И поэтому это какой-то начальный этап, и нам придется использовать все энергии или использовать все возможности, которые у нас будут. Поэтому и мы должны быть гибче. Пока еще как будто не время успокаиваться. Что-то словно меняется. Может быть, ну, веха такая у вас сейчас в жизни, когда вы какой-то свой успех, вот не случайно шестерка мечей, чего не избежать. Ведь тут тоже нам показана девушка, которая отплыла буквально от берега, и хоть темная карта, она назад не оглядывается. Так и у нас здесь двойка пентаклей нам тоже говорит про перемены, и пока еще порядка какого-то нет, есть какая-то турбулентность. Нам придется исследовать непознанную землю без карты. Но это я так, аллегорически. Дела, работа, бизнес. Мы можем быть перед каким-то выбором или своего рода как на жизненной развилке. И вот этот самый выбор мы должны сделать как будто сердцем и душой. На нас не должны влиять люди с их мнением. Это не имеет никакого значения. И есть какой-то, видимо, на этой неделе словно пункт, одна какая-то точка, или вот тот вопрос, может быть, болевой какой-то вопрос, или важное решение Соломонова вам придется принять, и вполне вероятно, это будет
как раз в той плоскости, избирая словно одно, мы отказываемся ведь от чего-то другого. И значит, вот такое неоднозначное решение или выбор вам нужно будет принимать. Может, это психологически где-то сложно, где-то это ломает наш какой-то привычный шаблон. Может быть, образ жизни ломает, у кого-то так тоже может проиграться. Но есть какая-то реальность, и ее без эмоций нужно принять. От вашего какого-то выбора зависит не только успех теперь, успех-то уже как будто он к вам приходит, а вот именно продолжение, какое-то новое качество жизни. И на что-то вам будет необходимо решиться, мои дорогие. Что у нас по финансам? Ну вот в таких мечевых энергиях, король мечей, это у нас слияние интеллекта и интуиции. Ну, значит, где-то придется быть рационально хладнокровным в чем-то, что-то просчитать, что-то предвидеть. Похоже где-то по энергетике на отчасти на карту мага, когда мы не можем себе позволить какие-то эмоции. Может быть, обстоятельства нас будут вынуждать, правда? Император, мы что-то не можем поменять, нам приходится что-то только учитывать и пройти по каким-то ступеням или по какому-то пути, который мы тоже изменить не можем. Мы ни законы не поменяем, мы какой-то порядок не можем поменять. Может быть, мы досадуем, что что-то затягивается или не решается так быстро, как нам бы хотелось. Надо быть рациональным и понимать, что тут мы чего-то не изменим. Но надо сказать, мы спрашиваем на деньги, а король мечей как раз наиболее удачлив. Дела, работа, бизнес, деньги. Но вам выпадает карта любви, и это уже хорошо. Тогда, мои дорогие, у вас как будто все сферы вашей жизни, они будут все равно в балансе. И несмотря на какое-то, может быть, напряжение этой недели или какую-то многозадачность, все равно вы многое решите. В течение этих 7 дней вы собой останетесь довольны. Но то, что усталость у вас будет, это, скорее всего, да, личная жизнь. Ух ты. Еще один старший аркан. 2 вопроса, наверное, которые могут быть между собой как будто связаны. Ведь по 15-му аркану у нас проигрываются деньги и страсть. Любовь. И вот, может быть, эти 2 сферы жизни словно одна другую будут дополнять или как-то взаимодействовать. Или это вопросы, на которые вам словно придется переключаться между любовью и есть какая-то реальность. У нас карта император тоже достаточно такая солнечно-горячая, потому что императору, вообще этому аркану, соответствует знак Овен. И как раз со сменой кармических узлов приоритет в сторону Овна. И именно северный узел это в знаке Овна находится. И это как свобода самовыражения, желание добиться чего-то, где-то любой ценой. И вот она и горячность. Мы здесь где-то не должны поспешить, с одной стороны. Если мы говорим страсть в отношениях, это прекрасно. Почему нет? Но принимать, видимо, решение нужно холодной головой, и чего бы это ни касалось, хоть и личной жизни, хоть вопросов финансов, хоть какого-то важного выбора. Мы как будто под воздействием эмоций не должны попасться на крючок, на какую-то удочку или в какую-то зависимую ситуацию. Ведь 15-й аркан, дьявол, великий шутник, он когда чувствует, что мы к нему условно на крючок попались, он тогда начинает какую-то свою игру. И если мы находимся, опять же, во власти эмоций, мы тогда не можем хладнокровно что-то контролировать. Мы все равно так или иначе пропускаем через себя, и это будет нам где-то отчасти мешать. Поэтому, с одной стороны, я бы сказала, если мы сумеем словно причесать эти горячие энергии, то нам как раз по 15-му аркану в хорошем смысле проходит, как, например, наше самочувствие в плане бодрости, физической формы. Нам тогда карта говорит, у тебя хватит сил физических, даже если есть какое-то напряжение, выдержать какую-то реальность, каковой бы она ни произошла, какова бы она ни была. Но есть и опасность соскользнуть вот в эти эмоции, которые могут изрядно подпортить нам как и настроение, так и осложнить решение каких-то вопросов. Поэтому больше где-то пользуйтесь дипломатией, и пусть эта карта у вас проиграется, как любовь, и страсть, и с другой стороны ваша физическая форма. Хотя по этой карте мы можем получить крупную сумму денег. И такое тоже может быть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.
А для кого-то, кстати, в отношениях может проиграться. Есть человек, о котором я думаю 24 часа в сутки. И я хочу, чтобы этот человек был со мной. Или я хочу как-то нашу историю определенным образом, как мне это может быть выгодно, решить. И такое тоже может быть.